подножия, она впечатляет, конечно. Жернова прямо на выходе лежат. Ну, явно эта церквушка уже разваливается. Смотрите, подпорки такие поставили. Все очень довольно-таки опасно и стрёмно. Грибочками, мяском пахнет, конечно. Опять есть захотел. О, пушечка. Декоративненькая, ну, прикольненькая. С заборами тоже, я смотрю, сильно не заморачивались. У меня рост 1,82 м. Но вот чтобы зайти, это надо конкретно наклониться. И заходим. Старый древний дом. Каравай почти настоящий. Короче, это натуральное освещение старого дома, да? Сейчас солнце выгляни, будет светло. Кузнец тут тоже согнутый явно ходил. Так, белорусская корчма. Ну, давайте зайдем, глянем, что внутри в этой корчме. Тут вообще вход еще ниже. Уже так все низкое, но ниже некуда. Ну, вот как-то так. Вот так, блин. И вот как с этим бороться? Яишенка, кто желает. Чужок на углях, который подштанники. Не мой размерчик, не берем. Нам местные пригоняли лошадей, и мы здесь на лошадях гайсали по всей этой территории. На копчиках мозоли натирали, потому что без седла все было. Пока мы гуляли, кто-то тут в ожидании нас сдетинился совсем. С качелек вообще не слазить сегодня. Всем привет! Сегодня мы в музее народной архитектуры и быта. Это буквально тут в 5 километрах от Минска. Район деревни Озерцо. По сути, это музей древней архитектуры. Я здесь последний раз лет 20 назад был. Конечно, здесь все изменилось, деревья повзрослее стали. Вот этой церквушки тогда не было. В общем, постепенно они свозят как-то со всей Беларуси древние строения. И вот все в одном месте. Накапливают, ставят, ну и показывают, в общем, полностью быт и дома. Ой, какой ты шумный. Ой, какой шумный. Что ты хочешь? Подошли немножко поближе. Сейчас зайдем во дворик. Вот такой вот. Такая вот церквушечка. Очень интересно. Сейчас даже, возможно, во двор зайдем. Вон мельница вдалеке. Я надеюсь, она хорошо видно. Сейчас вот зайдем вовнутрь, посмотрим, каково здесь. Здрасте. Добрый день. Даже не сразу заметил, здесь колокол. Огромный. Большущий колокол. Вот подходим к такой декоративной импровизированной деревне. Вот здесь все домики сосредоточили в одной куче. Ну, в общем, создали такой деревенский поселок. Сейчас зайдем посмотрим. Смотрите, какие соломенные крыши раньше делали. И вот под такими крышами люди жили. Никакого ни шифера, ни черепицы. Металлочерепицы. Гумно. Звездки, лучники Слуцкого района. Видите, привезли со Слуцкого района. Ох, тут темно. Конечно, явно вы ничего не увидите. Хотя что-то немножко видно. Угу. В общем, такой сарайчик, в котором хранили плуги, какие-то колеса. Плоховато видно, но представление во всяком случае есть. И вот как крыша сделана, интересно, конечно. Сразу видно, что дерево очень старое. Капец, какое древнее оно. Расслоившееся такое, но пока еще держится. Вот еще какое-то сооружение. Ну, телега с зерном. Вот сразу погружаешься вот в быт древней такой старой деревни. Ну, вон сувенирчики продают. Смотрите, как. Ну, очень даже неплохо выглядит все. Сейчас зайдем вот в деревенский домик внутрь. Народное училище. Ух ты. Запах деревни. И в конце 19-го, в начале 20 века у нас было несколько видов таких начальных школ. Это у нас народное училище, церковно-приходская школа и школа-грамота. Вот. Первая у нас была более
светской, и она у нас подчинялась Министерству народной осветы, а две последние, они были более духовными, они подчинялись Синоду. Народное училище у нас также делились на классы. Было первоклассное народное училище и второклассное народное училище. Вот еще церквушечка. Смотрите, какая у них изгородь интересная сделана. Все натуральное дерево, все натурпродукт. Церквушка открыта, возможно, даже сейчас зайдем внутрь. Да, оно открыто. Сейчас глянем. Тут экскурсия явно проходит. И количество таких вот именно циклов, ну цикл вот этих картин, их могло быть до 12. Ну, здесь маленькая церковь, село все-таки 4. Так вот, история. Когда церковь эта не работала с 1935 года, когда уже делалась экспедиция в деревню Логновичи Клецкого района, было принято решение, что мы забираем именно эту церковь для последующей экспозиции в нашем музее, то стали сразу собирать именно предметы, которые могли принадлежать к этой церкви. С заборами тоже, я смотрю, сильно не заморачивались. Вот сейчас зайдем еще в один дворик. Тут явно какие-то сарайчики. Смотрите, ну вот сразу погружаешься в старину. Хата, звездки и серна, Слуцкого. Короче, все тут как-то со Слуцкого района, я смотрю. Давайте, знаете, насколько... Вот у меня рост 1,82 м. Но вот чтобы зайти, это надо конкретно наклониться. И заходим. Так, видите, стоит изгородь, чтобы внутрь не заходили. В общем, только так вот снаружи посмотреть все. В принципе, все видно. Вот прям старый-старый древний дом. Печечка. Как они жили. Вот, смотрите, как сделано прикольно. Кровать. Не знаю, насколько ее здесь видно. И какое-то подсобное помещение. Не видно ничего. Ну, в общем, там какие-то хранили продукты, я так подозреваю. В общем, ходить здесь надо вот так вот согнувшись. Очень низкие потолки, а вот здесь нормально. Это хлев, где держали скотину. Ну, в общем, так оно выглядело. И вот тоже, получается, мне буквально по грудь вход. В общем, еще, чтобы сюда зайти, это надо было буквально согнувшись все это делать. Так выглядел хлев, где держали скот. Вот между сарайчиком сейчас пройдемся. Здесь проходик узенький достаточно. Явно попадаем во двор куда-то. Так, да, это тыльная сторона дома. Смотрите, тоже прикольно. Сейчас через калитку выйдем. Так, она подперта. Обойдем с другой стороны. Вот такая улочка. Так вот выглядит прям улица. Жилая улица. Вот я обошел этот дом. Получается, заходим, так сказать, к соседям. Вот тут открыто, значит, можем зайти внутрь. Погонный двор. Тоже очень низкий проем. Здрасте. 19-ю операцию будем делать. Вон, кроватка какая. Плохо видно. Ну, в общем, примерно все то же самое. Примерно то же самое все. Такой же дом, примерно в одном архитектурном решении. С декором, я смотрю, сильно не заморачивались снаружи дома. Вот, сани хранятся здесь, чтобы зимой кататься. Это что? Вывески нет, не знаю, но сарай явно. Сарай, вот, для хранения. Какие-то бочки. Экскурсию мы не брали, но будем только догадываться, конечно, что здесь может быть. Так, что здесь еще у нас? Хлев. Так, какие-то древние машины непонятные. Мне все тут непонятно. Но вообще прикольно сделано, конечно, очень прикольно. Обходим этот двор с другой стороны. Сейчас посмотрим, как тут что сделано. Честно говоря, ноги можно переломать. Все очень довольно кривенько. Ну, понятное дело, асфальт здесь ложить никто не собирался. Он и не нужен.
Это все для погружения как бы в старину. Красота. Ох, еще какой-то хлеб. Ничего, дальше не проходите. Разворачивай туда дальше. Так, жернова. Муку молоть. Смотрите, какие они. Ну, в общем, это все для зерна явно сделано. Это явно какой-то хатка мельника какого-нибудь такого мелкого домашнего. Ну, вон мельница покрупнее. Ну, там вход явно будет закрыт, даже туда и не пойду. Погонный двор, это обратная сторона. Так, зайдем еще сюда. Вот, как всегда, на входе печка. Травки всякие сушеные. Колыска с ребеночком. Ну, конечно, виды классные. Ну, тоже какой-то погребок. Да, вот хранили продукты. Короче, везде надо наклоняться. Везде. Тут буквально ходишь под наклоном все. Темнота. Многие дома вообще закрыты, потому что они законсервированы, чтобы микроклимат не нарушить. Вот, получается, вошли в один двор, прошлись насквозь, вышли через другой двор. Ну и вот улочка дальше пошла. Впечатляет, честно скажу, впечатляет. Я думал, будет немножко как-то скучнее. Ну, давайте заглянем еще один дом. Немножко отличается. Столбцовский район. Заходим. Ох, пушнина. Не знаю, насколько ее видно, тут пушнина висит. Здрасте. Здравствуйте. И не скучно в темноте сидеть вам? А как тут будет скучно? Справим нам. Постоянная движуха. Да. Каравай почти настоящий. Короче, это натуральное освещение старого дома, да? Сейчас солнце выглянет, будет светло. В общем, все примерно в таком стиле. Вот какая-то рыбацкая лодка. Ну да. Это уже дом рыбака явно. В общем, собрали воедино разные культуры, разные специальности. О, а тут пахнет реально сеном, коровками, хотя тут нету ни того, ни другого. Но запах остался. И везде соломенные крыши, заметьте, везде. Как они это делали, непонятно. Так, ну здесь что-то ткацкое явно было, да. Здесь ткачи уже какие-то, может, пояса шили, может быть, ковры. Да, все тут ткацкое, смотрите. Все собрано тоже воедино. Все для ткачества. Вон гребни для расчесывания льна. Раньше все из льна в основном делали. Самый доступный материал был. Вот так оно все выглядит. Ну вот по этой улочке последний дом. Я не думаю, что глобально что-то будет отличаться, но давайте на всякий случай заглянем. Может, чем-то и отличается. Это у нас кузня. Все, понял? Это кузня. Тоже вот перегорожено, чтобы не заходить, ничего не трогать. Но мы вот так вот поснимаем. Ну, кузнец тут тоже согнутый явно ходил. Я вам скажу, вот просто прогуляться, это уже дорогого стоит. Как-то погружаешься, вот как будто в прошлый, в позапрошлый век. Проходик такой вот интересный сделан, смотрите. Все ручная работа, соломенные крыши. Но окошки, конечно, мега маленькие. Очень маленькое окошко. Вот, я возле окошка стою, смотрите, какое оно маленькое.
Да, совсем улюпасенькая. Белорусская корчма. Ну давайте зайдем, глянем, что внутри в этой корчме. А пахнет. Идем внутрь. Да тут можно покушать. Слушай, это действующая корчма. С современной кофеваркой. Короче, на обратном пути зайдем, посмотрим, что тут вкусного дают. Да, вкусно очень пахнет. В принципе, вот менюшка. По-моему, цены вполне приемлемые. На обратном пути, может, заскочим, если проголодаемся. Зайдем возле корчмы вход. Не знаю, что я здесь увижу. Ну, как я зашел в корчму, я, в принципе, был сытый и довольный. Но после запаха в корчме, там грибочками, мяском пахнет, конечно, опять есть захотел. В общем, это такой уличный вариант от корчмы. Здесь, правда, никого нет, все внутри сидят. Людей мало, это будний день, поэтому тут особо никого не увидишь. О, пушечка. Декоративненькая, ну прикольненькая. Вон люди готовят кушать. Да, это для каких-то уличных сабантуев, в общем. Уличная кафешечка от корчмы. Короче, не знаю, называйте как хотите, беседка, навесик, но в общем, это вот беседка. В общем, при желании, при большом скоплении народа тут можно нормально отдохнуть, покушать, потусить. Везде натыкано вот таких деревянных статуэток, прям сплошь и рядом. Где-то уже развалились. Вот тут художник явно какой-то рисует, краски покидал. Это что, зайчик, не зайчик, какой-то он странный. Переевший зайчик и треснутый вдоль. Вон пока ходим, бродим, вон еще мельница одна. Вот это тоже покрасивше выглядит. В общем, развилка, даже не знаю, куда тут идти, в какую сторону податься. Вот современные люди, да? Качелек не видели. Карусели их уже не радует. Им на качельках надо покататься. Вот, смотрите, как они катаются. Детинились называется. Мама и папа. А ведут себя как дети, да? Да вообще. Все в душе дети. А посмотри на папино лицо, какой он счастливый. Конечно. До этого он ходил несчастливый, не улыбался. А сейчас улыбается. А не то, что этот дом престарелых вообще. Еле катается. Продолжаем нашу прогулку. Приднепровье, что-то написано, знак был, да? В общем, опять какие-то домики пошли и опять церковь. Ну, в общем, все примерно одинаково, но немножко строения отличаются друг от друга. Это явно погребок какой-то древний, такой миниатюрный. Склеп, погреб. Ну да, угадал. В общем, с какой-то вёски там тоже. Чавузского района Могилевской области привезли вот это удовольствие. Строение явно не очень старое, видно, что свежие доски сбитые. Ну, в общем, так вот восстановленные. Ну, обычно вот так вот все. Слушай, ну тут вообще вход еще ниже. Уже так все низкое, но ниже некуда. Ну вот как-то так, вот так, блин. И вот как с этим бороться? Вот это дворик, смотрите. Ну чё, прикольно. Это ульи, видимо, судя по... Так, что тут еще есть? Сани. Сани мы уже видели. Ни хрена ж себе бочечки. Смотрите, что в них хранят. Ну, раз ульи там были, явно мед в них хранят. Опять же, не знаю, насколько это будет видно. Ну, блин, ну бочечка примерно моего роста. Ну, чуть-чуть ниже. Не, ну там же еще подставка стоит. Ну да, она еще на подставке. Дружок снимаем. Коллаборация, доча. Да, коллаборация. Так, сейчас зайдем мы еще в это заведение. Вяночный двор. Так, маслобоечки. Опа! Что? Здрасте. Вот лакти висят. Сбруя всякая. О, и опять на входе. В общем, печечки везде на входе. Яишенка, кто желает.
И везде травки над печечкой сохнут. Колбаски. А посмотри, утюжок на углях, который подштанники. Не мой размерчик, не берем. Колысочка. Ну, вон стол накрыт. Можно присоединяться. Вон хозяйка там на заднем плане. Ну, прикольно. Ну, честно говоря, тесновато. Как люди жили большими семьями, непонятно. Действующий огород. Тут явно какая-то свекла растет. Не бутафория, все настоящее. И яблочко, кстати, тоже настоящее. Ну, молоденькие яблоньки такие посадили. Ну, зато выглядит уже натурально, не наигранно. Как я и говорил, некоторые дома закрыты, потому что они должны поддерживать свой некий микроклимат. Летом они перегреваются и не сохраняется там убранство, всякая мебель и так далее. Нас предупредили об этом, что такие дома будут попадаться. Ну, ничего страшного, я думаю, они примерно все одинаковые. Вот сейчас зайдем в церковь внутрь. Ну, если честно, церковь видал посимпатичнее. А вот, кстати, здесь уже симпатично будет. Вот здесь хорошо. Предыдущие были так себе. Так, ну пахнет свежим деревом. Ну, здесь еще, похоже, ремонтная работа идет. Потому что еще здесь как-то не все отделано. В этом музее часто снимались старинные фильмы. Ну, в частности, вот про войну. Я даже был свидетелем такой съемки. Я здесь когда-то работал. Я работал когда-то в частной охранной фирме. И вот это было одно из объектов. Мы охраняли эту территорию. И вот ходили, смотрели, наблюдали, видели известных актеров, как тут шли съемки. Вот эта мельница, еще помню, с тех времен явно стоит. Нет, вру. Та была другая. Наверное, ту уже снесли. Но, в общем, примерно на этом месте тоже стояла мельница. Да, видно, что вот эти домики, они уже посвежее. Те дома, которые были 20 лет назад здесь, явно уже не достояли. Их периодически, скорее всего, обновляют. Но это явно хранение зерна, что-нибудь в таком духе. Пуня, звездки, Байкаушина. Что такое пуня, не знаю. Для заховывания сена, соломы. Все, в общем, хранилище. Зернохранилище. Явно еще одна пуня. Диана, что там написано? Вход так интересно, кстати, сделан. Такая крыша с проемом. Ну что там, тоже пуня? Не знаю, Гумно. Ну, примерно то же самое. В общем, для хранения всяких инструментов. Помню, когда я здесь работал, нам местные пригоняли лошадей. И мы здесь на лошадях гайсали по всей этой территории. На копчиках мозоли натирали, потому что без седла все было. Но веселые очень времена, кстати, были. Я вспоминаю всегда с улыбкой, конечно. Но тоже явно закрытый. Вход будет закрыт, мы сюда не попадем. Но я не думаю, что тут что-то глобально тоже будет новое. Так, да, закрытый по техническим причинам. Ну ничего, ну вот дворик такой, увидели. Опять какая-то церковь, и очень такая древняя, старинная. И дворики такие сделаны. Ну, смородинку выращивают. Ну, в общем, натурализм прям такой. Ну, явно эта церквушка уже разваливается. Смотрите, подпорки такие поставили. Все очень довольно-таки опасно и стрёмно. Да, похоже, ему скоро кирдык. Но что поделаешь, время забирает. И вот я помню, что здесь была река. Вот мы ее нашли. Тут просто за 20 лет, представляете, как растительность выросла. Здесь можно было все как на ладони видеть. Деревья были маленькие. А сейчас просто лес. Просто заросли, ничего не видно. Ну вот, вышли к реке. Мне кажется, что она поуже была. Сейчас она как-то пошире стала. Потому что здесь местные ставили телевизоры, сетки такие, перегораживали вот эти протоки. Ох, ни хрена ж себе. Да, раньше просто деревушка, домики обычные деревенские. Сейчас тут прям коттеджи. Очень холмистая, красивая местность здесь. Пока мы гуляли, кто-то тут в ожидании нас сдетинился совсем. С качелек вообще не слазить сегодня. Я уже, честно говоря, сбился со счету, сколько мы тут мельниц видели. Но вот это, кстати, самая симпатичная из всех. Все они закрыты, но здесь явно можно будет еще войти внутрь. Ну, сейчас подойдем поближе, глянем. Ну, прям у подножия она впечатляет, конечно. Она сделана очень аккуратно, добротно. Те более такие шалтай-болтай, конечно, вот это поинтереснее.
Давайте заглянем. Тоже темновато. Не знаю, что мы тут увидим. Но что-то увидим. Заходить нельзя, все перегорожено. Что-то пищит. Сигнализация. Все понятно. Смотрите. Ну вот мы в Дудутках были. Кто не видел, будет ссылочка вот здесь вот. Там тоже была мельница. Туда можно было заходить. Здесь нельзя. Ну, здесь, конечно, она более ухоженная, конечно. Вон жернова прямо на выходе лежат. Огромный камень. Да. Впечатляет. Ну что, на этом экскурсия будет закончена. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся. Всем удачи. Пока.